В конце 30-х в Европе существовал автомобиль, который пугал даже немецкие гоночные команды. Он стоял, как роскошный особняк, ревел, как раненый зверь, и ехал так быстро, будто инженеры случайно нарушили законы физики. У него был двигатель, собранный из двух половин, подвеска из будущего и кузов, который изменил автоспорт навсегда. Но самое странное даже не это. Человек, создавший эту машину, спустя годы не выдержит собственного прошлого и нажмет на курок в тишине своей квартиры. Сегодня мы разберем, как итальянцы построили один из самых быстрых автомобилей довоенной Европы, почему он унижал Мерседес и Ауто Юнион, и как инженерный шедевр превратился в личную трагедию своего создателя. Это история Альфа Ромео 8C 2900. Чтобы понять эту машину, нужно понять человека, который ее создал. Витторио Яна не был обычным инженером. Он относился к тем людям, которые смотрят на сложную задачу и делают ее еще сложнее. Просто потому, что иначе неинтересно. В 20-х его гоночный Альфа-Ромео уже уничтожали соперников на Гран-при. Но Яна хотел большего. Он хотел создать автомобиль, который будет одновременно роскошным, смертельно быстрым и управляемым, как гоночный болид. Для 1930-х это звучало как инженерное безумие. И именно поэтому все получилось. Сердцем машины стал рядный 8-цилиндровый двигатель объемом 2,9 литра. Но внутри все было устроено совсем не так, как у остальных. Вместо одного цельного блока он использовал два отдельных 4-цилиндровых блока из алюминиевого сплава. Между ними располагался привод ГРМ, а сверху работали два механических нагнетателя РУЦ. По сути, двигатель напоминал дорогие швейцарские часы, собранные человеком, который патологически не любил простые решения. Результат оказался пугающим. 180 лошадиных сил в гражданской версии, 220 в гоночной. Сегодня эти цифры не впечатляют. Но в 1937 году такая мощность больше ассоциировалась с авиацией, чем с дорожными автомобилями. Пока большинство машин трясло на дорогах, как шкаф на деревянных колесах, 8S 2900 уже неслась почти под 200 км в час. Но мощность была только половиной безумия. Главный сюрприз скрывался в управляемости. Полностью независимая подвеска всех колес в конце 30-х выглядела примерно так же, как плазменная винтовка в средневековой армии. Машина не боролась с водителем, она слушалась. И конкуренты начали понимать неприятную вещь. Итальянцы построили не просто быстрый автомобиль, они построили оружие. В те годы гоночной программой Альфа-Ромео управлял человек, чья фамилия позже станет отдельной религией в мире автомобилей – Энцо Феррари. Тогда его команда называлась Скудерия Феррари. И именно она превратила 8S 2900 в инструмент публичного унижения конкурентов. Особенно в гонке Милле-Милья 1936 года. 1000 миль по обычным итальянским дорогам. Без современной безопасности, без нормальных шлемов, без права на ошибку. На скоростях, от которых современный водитель уже начал бы искать глазами психолога и завещания. И что делает Альфа-Ромео? Просто занимает весь пьедестал. Полностью. Это уже была не победа. Это была демонстрация превосходства. Ну, дальше стало еще интереснее. Через год появляется версия 8S 2900B. Не чистый гоночный болид, а гран-туризмо для богатых людей с очень своеобразными представлениями о комфорте. Покупатель мог выбрать короткое шасси Корто или длинное Лунга. Первое создавалось для скорости, второе для путешествия через всю Европу с ощущением, что мир немного медленнее тебя. И тут начинается настоящая магия. Каждый автомобиль собирался практически вручную. Двух одинаковых машин почти не существовало. Некоторые кузова выглядели как произведения арт-деко, другие напоминали торпеду,
случайно получившую салон из дорогой кожи. А одно из купе от ателье Пининфарина вообще опередило свое время лет на 20. Фары буквально утопили в кузов. Линии сделали настолько плавными, будто машину не построили, а выточили ветром. Утром на ней можно было выиграть гонку, а вечером подъехать к театру Ласкала с лицом человека, которому уже скучно от собственного богатства. К концу 30-х инженеры начали понимать неприятную истину. Сколько бы мощности ты ни добавлял, воздух все равно сильнее. Именно тогда кузовное ателье Тюринг Суперледжера показывает свою новую технологию – сверхлегкую конструкцию кузова. Вместо тяжелого деревянного каркаса – тонкие стальные трубки. Сверху – алюминиевые панели. По сути, кузов превратился в авиационный скелет, обтянутый металлом. Машины стали легче, быстрее и намного более обтекаемыми. Вершиной этой идеи стала Альфа-Ромео Берлинитте, созданная специально для гонок в Ле-Мане. И выглядела она угрожающе. Длинный капот, закрытый кузов, агрессивный силуэт и странный горб сзади, словно машина уже знала, что пришла из будущего. До этого Ле-Ман в основном выигрывали открытые автомобили, но Альфа-Ромео приехала с чем-то совершенно другим. Во время гонки итальянцы начали буквально уничтожать дистанцию. Отрыв достигал 160 километров. 160 километров – это уже не гонка, это тотальное техническое превосходство. Зрители готовили шампанское, команда готовилась к триумфу. И тут вмешалась судьба. Лопнувшая шина, поврежденный клапан. Машина не выигрывает гонку, но делает кое-что намного важнее. Она меняет саму философию автоспорта. После нее мир понял, эра угловатых карет с мотором закончилась. Теперь скорость рождалась не только в двигателе, но и в воздухе вокруг машины. История Альфа-Ромео 8S 2900 на самом деле не про скорость и даже не про роскошь. Она про людей, которые готовы потратить собственную жизнь, чтобы создать нечто великое. Витторио Яна подарил Италии один из лучших автомобилей своей эпохи. Его моторы побеждали, его идеи копировали, а его машины даже сегодня выглядят так, будто современность их все еще не догнала. Но сам Яна заплатил за это слишком дорого. После одной неудачной модели его увольняют из Альфа-Ромео. Жестко, поспешно, без сантиментов. Как это часто бывает с людьми, которые нужны миру только до тех пор, пока творят невозможное. Самое горькое в этой истории другое. Автомобили Яна продолжали выигрывать гонки даже после его ухода. А вот сам инженер пережить собственную эпоху уже не смог. В 1965 году Витторио Яна покончит с собой в своей квартире в Турине. Тихий финал человека, который когда-то создавал самые громкие автомобили Европы. Но Альфа-Ромео 8S 2900 все-таки победила время. Она осталась символом эпохи, когда инженер был одновременно математиком, художником и человеком, готовым поставить на кон собственную жизнь ради скорости. Это был автомобиль, слишком быстрый для своих дорог и слишком совершенный для своего времени. Но пока Италия оттачивала скорость и стиль, на севере Европы рождался другой аристократ. Автомобиль, который переживет войну, раздел страны и смену идеологий. Машина, которая успеет сменить не только хозяев, но даже собственное имя. И при этом сохранить свое лицо. До встречи на дорогах истории.